Сегодня у нас второй день нашего путешествия по юго-востоку Юннани. Направляемся в Ай-Лаошань, точнее по дороге в Ай-Лаошань. Проезжаем несколько очень интересных мест. Начался сегодняшний день с того, что мы проехали еще один пост проверки всех наших документов и что мы тут делаем. Вот, на посту заметил журнал, где было записано, как последний раз были европейцы. 4 человека из ЕУ, не написано какая страна, но судя по именам очень похожи на немцев, наверное, скорее всего, которые занимаются кофе. Там было даже написано, чем они занимаются по-китайски. Также про нас записали, что было тут 3 понимаете, русских, занимающихся чаем. Здесь интересно то, что вроде бы это, ну, как бы, конечно, отдаленное место, но не настолько отдаленное, и при этом абсолютно не освоен. То есть едем в большие участки леса, которые только-только там видно, вот там, например, начинают возделываться. Очень много вообще дикого леса. Там было 3 горы, мы проезжали, которые охраняемая территория, то есть их не вырубают целенаправленно. То есть так достаточно интересно вообще такое увидеть Юннань, потому что я привык в большинстве вообще вот территории ты едешь, и просто вот дикого леса очень мало. Здесь же его достаточно много. Мы сегодня тоже в поисках чая. В основном в этом регионе занимаются Шэн Мао Чой. Нашли уже, кстати, парочку неплохих сортов утром по дороге. И я думаю, что тоже будет интересно, потому что это какое-то место дикорастущий сорт, который мне чем-то показался похожим на то, что мы купили в Юнде в горах, но при этом какой-то другой. То есть вот интересно с Шэном то, что вот максимально разнообразный чай, хотя казалось бы, что там такого, да. Это очень сильно зависит от сорта и от места. И сейчас будем направляться дальше в Лаошань, тоже в основном, наверное, больше всего будем по Шэнам, искать какую-то маочу, может быть, что-то для блинов, может быть, что-то рассыпное. Так что будем продолжать движение сегодня дальше. Пока не спустишься с гор, не поймешь, насколько же на самом деле жарко. Казалось, в горах так, типа, ну все, уже тепло, что-то жарко. Спустились, здесь высота чуть меньше 400, то есть практически, в общем-то, можно сказать, никакой высоты. Продолжаем путь в сторону Ай-Лаошань, и очень-очень хочется туда добраться как можно быстрее. Как только солнышко выходит, включается после испепеляющая жара, то хочется быстрее куда-нибудь поехать повыше. Я думаю, на самом деле высокогорный чай еще и тем приятен, что едешь по высокогорью, все-таки не чувствуешь вот этого пекла. Помню, как-то мы приехали в Дзинхун, причем это было даже, по-моему, ноябрь, что ли, или зима, плюс 30 просто. Думаешь, нет, все. Моя жизнь на севере долгое время она сыграла свою роль. Да, сегодня у нас такой день практически без чая, вообще безобразие. Мы утром попили маочи немножко, выбрали хорошего, в принципе, Шэна. Все остальное время продирались сквозь банановые плантации, какие-то там трущобы, посты полиции и прочую ерунду. Наконец мы немножко подъезжаем к Мадзяну, потом нам, не знаю, будем там оставаться или нет, наверное, скорее всего, поедем сразу дальше, в нашу финальную точку этого маленького микропутешествия. Вот, неожиданно по дороге, после всего вот этого всего, видишь, вот такой вот детский сад. Весь изукрашен всякими разными американскими мультяшными символами, не только разными, там, не обязательно американскими. Фантазия художника достаточно забавная. Но настолько это просто вот контрастирует со всем, что было до этого, что просто вот как, не знаю, взяли, поставили, вот вам. Детский садик. Во-первых, его размер просто огромный. Во-вторых, место расположения. То есть, чтобы вы понимали, это небольшая деревушка. Ну, такая, не знаю, 5-7 человек. И вот маленький детский садик. Бывает. Долго
едешь на машине, которая уже под 300 пробег у нее, 1000, в общем, что-то там сломалось. Мне больше нравится, как все-таки много людей в Китае. Вот, то есть подъезжаешь, опять вот этих автосервисов на выезде из просто какой-то еще очередной деревни, не города и не поселка, деревни. Штук, наверное, 8, какой-то Дженни очередной. И на одном из этих сервисов смогли ребята заняться нашей проблемой. Кстати, вышло 4 сотрудника этого сервиса, и, значит, вот занимаются, пытаются разобраться, что к чему, там свечи, я так понимаю, чинит или что. Вроде бы все должно быть хорошо. Нам еще дорога предстоит дальняя, особенно завтра, когда мы поедем в высокогорье, поэтому водила решил побезопаситься и все починить, чтобы мы могли проехать дальше. Вообще, надо сказать, что в Китае вот благодаря такому количеству народа и такое количество инфраструктуры практически все можно сделать везде. Ну, то есть, условно говоря, у тебя что-то случилось, там какая-то проблема, обязательно ты ее разрулишь, потому что везде есть люди, а чем больше людей, тем больше инфраструктуры. Все готово, 5 минут. Сегодня мы поднимаемся на гору Ай-Лаошань. Едем сюда уже второй день, потому что мы едем с самого юго-востока Юннани, издалека. По дороге было несколько остановок рабочих в поисках бюджетной маучи, а сейчас мы едем за более высокосортным гушуча, за чаем со старых деревьев. Гора Лаошань находится в самом сердце Юннани, соприкасается с хребтом Уляншань. Ты на нее можешь заехать с разных сторон. Можешь с одной стороны заехать со стороны трассы, которая идет от Куньмина до Пуэра. Можешь с другой стороны заехать из Диндуна, и оттуда из Нандяна, даже, можно сказать, издали северо-запада Юннань. Гора довольно-таки большая. Пожалуй, такой визитной карточкой ее прежде всего является, когда если начнете искать в интернете, что-то про нее увидите, красивые такие террасы, залитой водой, многоступенчатые, очень красиво открывается вид. Вот здесь как раз самое начало вот этих вот видов. Все террасы многие возделываются, естественно, вручную, без всякой техники, потому что очень сложно туда гнать технику. Как правило, это все буйволы и другие животные, которые, в общем-то, уже много веков технология выращивания не меняется. То есть до сих пор вот это можно наблюдать. Это видно, что местами заброшенные террасы, видимо, потому что часть сельского населения переехала в город, но так или иначе довольно много, которые возделываются. Это очень красивый вид. Сейчас еще довольно-таки рано, потому что еще только начало апреля, а здесь уже довольно высоко. Говорит, здесь уже высота 1600 метров, поэтому не так видно хорошо. Не все террасы зеленые, а выше уже начинаются охраняемые леса. Чайные сады здесь, именно древних чайных деревьев, они находятся на высоте от 200 до где-то 2500 метров над уровнем моря. Я сам там еще не был, мы общались с фермерами оттуда, через друзей тоже в Минере, но сам я еще не ездил туда. Прежде всего, есть такое знаменитое место, как Сеньдя-Джай. Джай – 1000 семей. Дословно перевод Джай – это как маленькое такое поселение, как хутор, можно перевести так. Обычно внутри какой-то деревни есть, например, какой-то Цун деревня, а внутри него несколько джаев. Так вот, есть место Сеньдя-Джай, которое среди любителей качественного шена очень известно. Вот, собственно, туда мы сейчас и направляемся. Кстати, к вопросу о безопасности в Китае и вообще, скажем так, о честности и о порядочности деревенских жителей. Очень часто в горах бывает, едешь где-то, даже бывает на довольно большой дороге, и видишь, просто стоят мотоциклы. Там где-то даже может быть и каска, и какая-нибудь корзина, что-нибудь еще лежат, какие-нибудь вещи. Никому даже в голову не придет к этому притронуться. Причем явно, что хозяева ушли довольно далеко. Сейчас покажу, куда ушли хозяева. То есть абсолютно нормально оставляют. Это просто не принято у китайцев. То есть не считается вот вообще брать чужое, это как бы вообще совсем как бы ниже своего достоинства. То есть в этом плане Китай очень как бы спокойно, нормально, то есть в сравнении с другими азиатскими странами. Вот, пожалуйста, поставили мотоциклы, ушли на полдня работать, приходят, и все спокойно могут быть уверены, что никто этот мотоцикл тут не возьмет, не угонит, не увезет там на какой-нибудь машине и так далее. А здесь внизу начинаются террасы, такой довольно крутой обрыв, идет такая узкая тропинка. И вот тут оставили мотоциклы, ушли вниз, и там сейчас работают внизу на полях.
Поднимаемся выше на гору Айлау. Вообще немножко запутанно оказался маршрут, хотя это вроде бы известное направление, то есть это государственный заповедник большой. Но тем не менее, так как гора очень большая и на нее можно подъехать с разных сторон, где-то на картах обойду я не нашел именно точки, куда ехать, но все равно предположил именно, что все-таки вот сюда. Потому что один из входов заповедника здесь. По дороге вот такие вот красивейшие водопады. Вообще здесь немножко другая геология. Хотя вроде бы не так высоко поднялись. Мы сначала через один хребет перевалили, когда ехали со стороны трассы. Спустились немножко вниз, поселок народности Дай. Там пообедали и вот поднялись еще немножко выше. Сейчас здесь высота чуть-чуть больше 1000, где-то 1200. Вот такая вот красота, водопады. И вообще приятно. Не узнаешь на самом деле Китай. Настолько он вот контрастный. Буквально проезжаешь там чуть-чуть. Все, природа, чистота, красота. Людей мало там и так далее. Спускаешься, снова индастриал, как бы, ну как индастриал. В Юнане это сложно назвать индастриал, скорее просто такое аграрное поселение, где леса нет, все, значит, засажено чем-нибудь. Вот, причем здесь внизу выращивают в основном бананы, манго и так далее. И чай вот только-только начинается сюда выше. Сюда вот такая зона чая, она очень легко заметна, как только чуть-чуть выше 800 метров над уровнем моря поднимаешься, все, начинается чай. Обычно ниже его здесь уже нет, потому что жарко слишком. То есть бывает, что выращивают ниже, но считается, что это чай уже такой простенький, скажем так. Почка слишком быстро растет на жаре и не забирает столько соков из чайного дерева, из куста, из земли, соответственно, да, и чай не такой вкусный. Поэтому мы поедем повыше. Да, конечно, непредвиденные бывают ситуации в горах. То есть вот уже, казалось бы, осталось там несколько десятков километров, буквально пара-тройка, и оп, ремонт дороги, все перекрыто. Вереница из грузовиков, из легковушек. И, ребята, еще до 7 часов вечера ждите. Как вы видите, по освещению еще до 7 часов вечера достаточно далеко. То будем изучать местные горы. Хорошо, что вид красивый хотя бы там. Но жарковато, правда, еще по-прежнему. Еще пока тут не так высоко. Никогда заранее ничего не прогнозирую, как говорится. Когда едешь куда-то в горы, то может случиться все, что угодно. Это еще самые лайтовые. Так что сегодня, чувствую, мы приедем уже, видимо, на место в ночь. Проехали первый участок, вас открыли раньше. Такие только обрадовались, о, классно, не надо было 3 часа ждать, всего 40 минут. Но нет, впереди нас ждало еще вот это вот все счастье. Хорошо, не надо забраться на соседний пригорок, посмотреть вокруг, что там есть. О, довольно красиво здесь.